Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем шапочку. Я буду вязать для своей дочки двухцветную. Будем вязать мозаику по кругу, вот по этой схеме. Так, вязать будем из Alize Merino. Смотрите, использую два цвета. Вот номера. Серый номер 87, да, Merino Royal. А вот этот розовый номер 31. Вязать будем крючком, двумя крючками. Резинку свяжем крючком номер 3. А основное полотно жаккард по кругу мы будем вязать крючком номер 3,5. Сначала из серого цвета мы свяжем резиночку, соединим, а далее я вам расскажу, как пользоваться вот этой схемой. Итак, начинаем. Так, изначально вяжем резиночку. Да, я набираю 25 воздушных петель плюс 1 петелька подъема, итого 26. И сначала используем крючок номер 3 для резинки. 26. 1 петелька подъема. В первую пропускаем петлю подъема и далее первый ряд провязываем 25 столбиков без накида. Вяжите самостоятельно до конца ряда. Так, провязали 25 столбиков без накида. Делаем воздушную петельку. И резиночку будем вязать таким образом. За заднюю полупетлю, каждый ряд мы так будем вязать, просто провязываем столбики без накида. За заднюю полупетельку. Вяжем до конца этот ряд. Провязываем последнюю петельку второго ряда. Провязали, делаем воздушную, переходим на новый третий ряд. И снова за заднюю полупетлю мы провязываем столбики без накида. Все, таким образом мы вяжем резиночку. Да, у нас будет отворотик складываться вдвое. То есть я вяжу моей дочке 4,5 года, да, то есть, я для нее такую резиночку вяжу. Если вы вяжете для взрослого, для ребенка постарше, понятно, вы сами регулируете, какой длины у вас будет эта резиночка. Так, вяжем необходимую нам высоту. Итак, резинку я связала. У меня получилось 77 рядов. Мне этого вполне достаточно на обхват головы 52 сантиметра. Так, вот здесь у меня крючок. Соединяем далее две наши детали. Так, будем сейчас их вместе провязывать. Делаем воздушную петельку. Да, и берем заднюю полупетлю здесь. А здесь у нас, смотрите, это наши воздушные петельки. То есть это было у нас начало вязания, да, и хвостик заодно можно ввязывать. Протянули и вот так вот соединительными петельками будем так провязывать заднюю полупетлю и воздушную петельку на второй части полотна. И вот так вот соединительной петлей. Здесь задняя полупетелька. Здесь часть воздушной петельки. Вот такая у нас получается здесь косичка. И так прокладываем эту строчку, соединяем вот эту деталь. Так, смотрите, соединили мы наше полотно. Да, получилось очень аккуратно, красиво. Мы это соединяли по лицевой стороне, то есть выворачивать никуда не надо. Так, как я вам и говорила, у нас здесь 77 рядов резинки, да? Количество петель для узора у нас должно делиться на 6. То есть мы будем провязывать 78 столбиков без накида.
Я как бы в каждый ряд провязываю по одному столбику без накида. То есть делаем так, где-то дополнительно, может быть, вот здесь, когда мы придем в эту сторону, мы провяжем еще один дополнительный столбик с накидом. Либо можно в начале, вот, делаем воздушную петлю и вот здесь вот провязываем, ну, наш этот дополнительный столбик с одним накидом. Да, мы провязали его, а далее я вот вижу, где у меня дырочки, и получается в каждой полосочке у меня по одному столбику. Смотрите, как вам удобнее. Я вот так вот провязываю. То есть получается на каждый рядок резиночки у меня по одному столбику без накида. Первый свой дополнительный я уже провязала. То есть идем по кругу. Всего у нас должно быть их 78. Провязываем самостоятельно. Здесь мы еще никакой учет. Здесь мы по схеме еще не вяжем. Начиная с розового цвета, далее мы будем чередовать розовый и серый, мы уже будем вязать по нашей схемке. Вяжем до конца самостоятельно. Так, смотрите, я провязала 77 столбиков без накида, да, и вот сюда провяжу еще 78 столбик. Все. Этот ряд, он как бы у нас по схемке не идет, это просто у нас обвязка. Да, а далее мы будем уже вязать по схеме. Переходим на другой крючок, на номер 3,5. И смотрите, по схеме у нас чередуются, у нас чередуются розовые ряды с серыми рядами. То есть постоянно у нас будет чередоваться розовый, серый, розовый, серый, розовый, серый. Изначально вот этот у нас будет установочный ряд, он у нас будет розового цвета. Да. Раппорт узора у нас составляет 6 столбиков в высоту, 6 в ширину. То есть вот этот белый установочный мы не считаем. Вот, смотрите, я отметила вот его. Вот у нас он идет, вот такой раппорт, маленький, небольшой. В каких случаях мы провязываем столбики без накида? Ой, столбики с одним накидом. Первый, второй ряд. Первый мы просто провяжем розовым цветом, второй просто серым. Смотрите, уже начиная с третьего ряда у нас видно, третий ряд идет у нас розового цвета. И те квадратики, где у нас внизу нет преграды, именно розового цвета, да, видите, мы вот их с третьего опускаем в первый. Мы провязываем столбик с одним накидом. Только в таких случаях. Вот эта клеточка темная, здесь она никакого значения по сути не имеет, потому что это ряд у нас розового цвета. Далее четвертый ряд, ряд серого цвета. И вот здесь то же самое. Здесь мы будем провязывать столбик с одним накидом, так как мы с четвертого спускаемся во второй. Преграды никакой, то есть у нас здесь вот тоже темная клеточка, преграды нет, и поэтому у нас здесь формируется рисунок, мы провязываем столбик с одним накидом. В шестом ряду то же самое. Вот здесь у нас будет столбик с одним накидом, потому что шестой ряд он серого цвета. И под темной клеточкой у нас есть опять же темная клеточка. Мы вот так вот спускаемся вниз на четвертый ряд и провязываем за оставшуюся полупетлю столбик с одним накидом. Сейчас в ходе вязания как бы все объясню. Вяжем сейчас установочный ряд, вот этот вот наш розовый первый. Так, сначала мы переходим на другой цвет и на другой крючок. Взяли крючок побольше, берем розовый цвет. Смотрите, будем вязать наш узор только за задние полупетли, поэтому сразу в первую петельку вот таким вот образом мы переходим на новый ряд. И провязываем воздушную петлю. Далее вяжем установочный ряд наш, вот этот первый, за задние полупетельки. Здесь никаких столбиков с одним накидом мы не делаем, мы просто провязываем ряды, просто столбики без накида за заднюю полупетлю. Вяжем до конца самостоятельно этот ряд. Далее переходим к вязанию второго ряда. Здесь у нас мы просто вяжем второй ряд серым цветом.
Вот видно, что у нас чередуются ряды. Обозначаем себе, что мы вяжем второй ряд. Никаких, опять же, столбиков пока здесь не делаем. Переходим, как я вам уже и показывала. Так, смотрите. Вот отсюда исходит, да, наша воздушная петелька. Мы за заднюю полупетлю ее берем и берем наш серый цвет. Розовый подтянули все. Сделали воздушную петельку и далее за заднюю полупетлю просто точно так же, как мы вязали розовый, мы провязываем полосочку серого цвета. Опять же, только за заднюю полупетельку. Вяжем этот ряд самостоятельно до конца. И далее уже будем вязать столбики с одним накидом в следующих рядах. Итак, теперь переходим на третий ряд. Третий ряд у нас будет розовым цветом. И смотрите, мы вяжем розовым, да, пока у нас под этими белыми клеточками, видите, у нас пустота, тоже белые клеточки. Значит, где у нас розовый цвет и свободно, да, то мы здесь провязываем столбики с одним накидом. Так, смотрите, переходим на розовый цвет, переходим так же, как обычно мы это делаем. И третья петелька у нас столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Через 5 далее снова столбики с одним накидом. Так. Переходим, все ниточки подтянули, воздушная петелька. В третьей у нас провязываем первую, вторую. И третья у нас идет столбик с одним накидом. Мы цепляем за оставшуюся полупетельку, опускаясь на, за розовый рядочек. Вот так вот провязали. Вот эту петельку, которая под столбиком, мы не провязываем. И далее, что у нас? 4-5 столбиков без накида и снова столбик с одним накидом. И далее, смотрите, все время тогда 4-5, опять столбик и до конца ряда. То есть 1, 2, 3, 4, 5 и столбик с одним накидом. Цепляем за оставшиеся полупетли вот этого ряда нашего розовенького. Обязательно все розовые ряды, они только за розовые внизу цепляются. Все серые, которые у нас будут столбики с одним накидом, они только за серые. И вот так вот провязываем этот ряд. Это какой у нас ряд? Третий, да, мы здесь считаем. Себе помечайте, чтобы было удобно. Провязываем до конца. Итак, смотрите, закрываем, подходим к закрытию третьего ряда узора. То есть у нас между столбиками с накидом по 5 столбиков без накида. 2 здесь вначале мы провязали, остается еще 2, и вот этот, который у нас переходящий. Третий, да, провязываем. Так, 1, 2. Все, и вот этот вот третий, который у нас такой он переходящий на новый ряд. И меняем ниточку. Делаем воздушную петельку. Так, переходя на новый ряд, смотрим, теперь у нас 4-й ряд. Он у нас ряд серого цвета. На белые квадратики мы вообще не смотрим. Мы просто провязываем все серые, кроме тех, которые, опускаясь вниз, формируют столбик с одним накидом. Вот у нас под этой темной клеточкой есть темная, которая вместе 4-й и 2-й ряд формирует столбик с одним накидом. То есть мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 без накида, столбик с накидом. Так, смотрите, как это выглядит. Так, провязываем
Вот отсюда мы считаем первый, да, раз, два, три, четыре, 5 и 1 с накидом. Тот, который под ним, мы пропускаем. Снова вяжем. Раз, два, три, 4, 5 и 1 с накидом. И так далее. Мы до конца ряда чередуем. Смотрите, вот уже начинает формироваться какой-то узорчик. Вяжем до конца этот 4-й ряд. Так, а я вам еще покажу и 5-й. Итак, довязываем до конца 4-й ряд. Здесь у нас как раз по рисунку даже видно, что посерединке между розовыми у нас идет столбик с 1 накидом. Вот мы его провязываем. И переходим за заднюю полупетельку вот так вот на новый ряд, на 5-й ряд. Провязываем 1 воздушную петлю. Ниточки там подтянули. Далее в 5-м ряду. 5-й ряд. Сразу сначала у нас идет 5-й ряд, у нас провязывается розовым цветом. И видно, где под белыми клеточками есть пустое пространство белого цвета. Это у нас столбики с 1 накидом. То есть мы провязываем сразу же столбик с 1 накидом. Раз, два, три столбика без накида. Столбик с 1 накидом. 1 столбик без накида. И далее, вот вы видите, вы сами можете вычертить эту схему. Так, провязываем столбик сразу с накидом, 3 столбика без накида. Так, вот сюда. Вязали сразу же столбик с 1 накидом. И пропускаем вот эту нашу первую петельку, куда мы и воздушную петельку провязали. Далее провязываем. Раз, два, 3 столбика без накида. 3 столбика без накида. 1 столбик с накидом. 1 без накида и 1 снова с накидом. 1 без накида и снова 1 с накидом. Так, далее 3 без накида, 1 с накидом, 1 без накида, 1 с накидом. Так, то есть все по рисунку здесь очень хорошо видно. Раз, два, 3 без накида. Один с накидом, 1 без накида и 1 с накидом. Все, это мы вяжем 5-й ряд. Далее во всех остальных рядочках мы придерживаемся точно такого же принципа. Сейчас пойдем потом на 6-й ряд. Да, в 6-м ряду видно, мы будем провязывать только вот мы провяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида темным цветом, и у нас идет столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и снова столбик с накидом. То есть ряд серого цвета, и где под темными квадратиками идут темные квадратики, да, там мы провязываем столбики с 1 накидом. То есть далее вяжем самостоятельно. Потом я далее расскажу, что делать. Итак, смотрите, я связала необходимую высоту узора. Да, теперь будем делать убавки. Сейчас покажу, сколько это по сантиметрам. Так, сам узор это 14 сантиметров. Высоту, ширина у меня получается, это на обхват головы 52 сантиметра. Ну, сколько? 19,5 сантиметров, да. А вся длина полотна вместе с резинкой, так, 26 сантиметров. И далее мы будем делать убавки. Убавки для того, чтобы правильно наша шапочка далее сужается. Я присоединю вот такой вот у меня искусственный помпон.
очень сюда подходит. Что делаем далее? Последний ряд у меня был провязан серым цветом. Розовую ниточку я уже обрезала. Спрячем хвостики. А, да, еще покажу, как моя шапочка выглядит изнутри. Так, смотрите, какая красота у нас изнутри. Нигде никаких... Ну вот, переход здесь был, да. Смотрите, как аккуратненько это выглядит. Так, поворачиваем на лицевую сторону. И теперь в следующих 3 рядах мы будем делать убавки. Так, смотрите, мы раньше переходили, брали вот эту петельку, да, вот просто вот эту полупетлю и присоединяли другую ниточку. Мы сейчас берем полностью вот эту петельку. Угу. И делаем соединительную петлю, делаем воздушную петлю. И каждый раппорт у нас состоял из 6 столбиков без накида, да, в ширину. Мы будем что делать? Мы будем провязывать. Начинаем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. А 5, 6 мы провязываем вместе. Да, и смотрите, мы провязываем уже не за заднюю полупетельку, а под всю косичку. Вот, еще раз. Сделали соединение, да, и под всю косичку провязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 6 мы провязываем вместе. 3 петли на крючке провязали вместе. 1, 2, 3, 4. 5, 6 мы провязываем вместе. И так далее вяжем этот ряд. Итак, первый ряд с убавками мы провязали. Да, смотрите, вот место нашего перехода на новый ряд. Мы опять же вот так вот соединительной петелькой, воздушная петля. И теперь каждый раппорт у нас уже состоит из 5 петелек, да, так как мы делали в предыдущем ряду убавочку. Так, что мы делаем? Мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, а 4, 5 мы снова провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5 мы провязываем вместе. Вот таким образом у нас идет второй ряд убавок и еще будет третий ряд убавок. Вяжем самостоятельно этот второй ряд, то есть 3 столбика без накида, да, еще раз показываю. 1, 2, 3, 4, 5 провязываем вместе, вяжем самостоятельно. Итак, мы провязали второй ряд убавок, да, закрываем наш вот этот второй ряд с убавками точно таким же образом, делаем воздушную петельку. И теперь раппорт наш состоит из 4 петелек, да, мы 2 раза делали сокращение. Мы провязываем 1, 2 столбика без накида, а 3, 4 мы провязываем вместе точно так же. Так, 1, 2, 3, 4 мы провязываем вместе. Вяжем до конца самостоятельно третий ряд с убавками. Так, довязываем до конца третий ряд наш с убавками. 1, 2 столбик, 3, 4 провязываем вместе. Провязали вместе, соединили наш третий ряд, да, все, последнюю петельку, и ниточку мы оставляем хвостик. Оставляем хвостик, чтобы втянуть его в иголочку. Так, берем иголочку,
Сначала протягиваем нашу нить. Смотрите, как выглядит наша шапочка, да, мы теперь ее будем в каждую вторую петельку, сейчас покажу, что будем делать. Так, вот наша нить. Смотрите, вот так вот, в каждую через одну, то есть чередуем и вот так вот делаем протяжки, чтобы потом все это вместе стянуть. Одну пропускаем через одну. Так, и теперь аккуратненько все стягиваем. Смотрите, как красиво получается. Все стянули. Аккуратно все стянулось. Вот таким вот образом сейчас мы сделаем здесь закрепительную петельку. Ой, так, потеряли иголку. Хорошо стянули и делаем закрепительную петельку. Да, и проходимся вот так вот еще иголочкой. Все, я нить не обрываю. Я этой ниточкой просто пришью сюда помпон. Пришивать буду просто обычным методом. Просто возьму на железную иголочку и пришью этот помпончик. Да, бывают помпоны такие на кнопках. Тогда понятно, сверху вы присоединяете помпон, снутри кнопочка его присоединяете. То есть, я думаю, здесь нет смысла показывать. Я вам уже покажу готовую шапочку. Итак, шапочка моя готова. Шапочка на обхват головы 52 сантиметра для моей доченьки. Смотрите, какая получилась красота. Мне очень нравится. Я надеюсь, что понятно объяснила вам, как вяжется такой узор, как вяжется такая шапочка. Конечно, используя такой узор, можно связать прям целый комплект. И можно, конечно, связать таким же узором снуд. Будет очень красивый такой комплектик. Связала я еще одну шапочку для своей племянницы теперь уже. Здесь на обхват головы 54. То есть саму вот эту резиночку я вязала 81 ряд и набирала 26 воздушных петелек плюс петля подъема. То есть сама резиночка и длиннее, и потолще. Да, вот смотрите, узор точно такой же получается. Ну и помпон — это искусственный мех, заказывала на Wildberries. Получается, у одной резиночка серая, у другой резиночка розовая. Шапочка очень замечательная и очень хорошие ниточки.